Всем привет! Сегодня рассмотрим максимально подробно данный радиоприемник, сравним и с популярной моделью от бренда Texan. В общем, всем приятного просмотра. До сих пор, может, и не вспомнит никого, потому что очень много людей в жизни встречалось, но... KKR24 Technologies. В комплектации поставки фирменная упаковка. Внутри первым встречаем вот такой провод USB для питания и зарядки стандарта USB Type-C, и длина такого провода составляет 81 сантиметров. Далее идет руководство пользователя. Радует наличие сразу русского языка, и в описании видим все максимально подробно и все основные технические параметры прибора. Смотрим и число ячеек памяти по 100 штук на каждый диапазон. Видим сопротивление наушников, также внушительных 5 Вт мощности для столь компактного размера. Есть возможность расширения памяти, поддержка различных аудиоформатов и максимальное расстояние Bluetooth поддержки до 10 метров. Ну и собственно вот такой сам приемник. Смотрится, конечно, все это красиво, но то, что касается практичности, уже видим, есть какие-то следы внутри текстурного рельефа, и пока непонятно, каким образом все это будем чистить. Но рельеф, мне кажется, здесь все-таки не просто так, и такая перфорация, возможно, вносит какие-то изменения в общую палитру звука. В отличие от Texan, здесь воедино собраны все органы управления, все кнопки полагаются на одном месте. Кнопка включения также отличается по цвету, как на 808 и 108 модели, только уже расположение горизонтальное. Смотрим габариты. Прибор действительно не маленьких размеров, и толщина чуть более порядка 3 сантиметров. Темляк здесь идет встроенный в корпус прибора. Рядом это выход для наушников, который также с успехом можно применять для выхода на усилитель мощности, для создания более масштабного звучания, ну и крайний разъем для подключения внешней антенны. Снизу располагается кнопка Reset, с помощью которого можно производить сброс всех настроек по умолчанию на заводские установки. Рядом это слот для расширения памяти. Устанавливать будем вот такой номинал, и устанавливается также немного криво, и то, что не очень хорошо, это емкость немного выступает за пределы корпуса. Но еще хуже то, что большой объем, как можем видеть, прибор не распознает, и хотя для чего это все нужно в радиоприемнике, пока непонятно. По краям это уже нормальные опорные ножки, это нормальные резиновые вставки, и ответственную поверхность не будет царапать. Еще один плюс в данной компоновке — это современный стандарт USB Type-C. Смотрим, прибор прекрасно работает от внешнего источника, то есть без установки аккумулятора. К примеру, это удобно для длительного автономного прослушивания с помощью подобных больших запасов емкости в гараже и так далее. А для питания от бытовой сети можно использовать любой блок питания с выходным постоянным напряжением в 5 вольт. Регулировка громкости производится с помощью данного регулятора. Это самая удобная и классическая схема, как на 310 Texan, но и такой волкодер не так сильно выступает и меньше рычажной силы, и срок службы, по идее, должен быть побольше. Есть и характерный шаг перемещения, такой в виде ступеньки, но вылет действительно очень маленький. Кнопки здесь не сильно выступают. В отличие от некоторых приемников, здесь все кнопки сидят достаточно плотно, то есть не болтаются, и есть такой характерный отклик нажатия. Ну и кнопки все пластиковые. Есть и откидная опорная ножка, которая многим не хватало в модели 108. В общем, смотрится все это дело отлично. Ну и дублируется вся основная техническая информация также на данной планке. Телескоп, как и на всех приемниках, пока что имеет отличный натяг, и длина которого составляет почти 54 сантиметров. Смотрим отсек, и наконец-то смогли услышать пользователи. Наконец-то хотя бы один производитель добавил нормальный элемент питания стандарта 18650, который с каждым днем все больше и больше становится популярным в народе.
хотя емкость, конечно, тут всего лишь 2000 мАч, но учитывая размеры приемника, сюда как минимум напрашивается два элемента питания стандарта 21700, хотя и этого элемента хватит на очень приличное время. Видим, мигает индикатор низкого заряда, прибор, смотрим, не включается. Возможно, сработала защита от глубокой разрядки, и, как можем убедиться, напряжение на емкости почти 3 вольта, и это отличный показатель для безопасности и долговечности лития. Проверяем технические параметры элемента. Не очень низкое внутреннее сопротивление, хотя это без разницы для радиоприемника. Можно применять практически любой аккумулятор. Ну и заряжать будем с таким минимальным током из питания, чтобы проходило без нагрева. И видим результат всего 1800 мА. А если начинали бы зарядку с глубокой разрядки, то вполне возможно и смогли бы залить 2000. Аккумулятор еще отличается более высоким положительным полюсом в сравнении с тем, что массово завалено сейчас на рынке. Но еще одна беда, что аккумулятор еще и короткий. В выключенном состоянии смотрим все нули, а при достаточно тихой громкости смотрим ток потребления порядка 60 мА, а на максимальной громкости ток переходит даже границу в 300 мА, но это на случай, если будете применять внешний источник питания. И если без аккумулятора, то на дисплее появляется значок-индикатор в виде сетевой вилки. Включение приемника производится с помощью данной красной кнопки коротким нажатием. Точно так же и отключается. Хорошее качество дисплея, отличные углы обзора практически под прямой угол. Также видим равномерную подсветку дисплея. Все отлично, за исключением вот такого бокового паразитного света. А так, если смотреть еще сверху, то видим такой небольшой переход контраста, свойственный для большинства существующих монохромных жидкокристаллических дисплеев. Наверху дисплея располагается строка состояния сигнала. Слева это уровень индикатора мощности сигнала, и рядом индикатор сигнала отношения шума. В общем, данный значок и строка индикации сигнала. Слева это уже индикация емкости заряда, что тоже удобно для контроля зарядки. Снизу это уже индикация частоты более крупного размера, и читается тоже неплохо. Короткое нажатие кнопки Sleep позволяет включить функцию таймера. Появляется вот такой значок на дисплее в виде спящего человека в кровати. С помощью волкодера можем устанавливать время, начиная от 1 минуты и максимум 120 минут. И спустя заданное время приемник автоматически отключается. Время задавать также можем коротким нажатием с помощью этой же кнопки. А чтобы отключить данную функцию, уже непосредственно придется отключать и заново включать сам приемник. И, как смогли убедиться, с дисплея исчезает значок таймера. В целом, отличная реализация данной функции с помощью отдельной кнопки, чем у большинства конкурентов. Под кнопкой включения есть кнопка управления звуковым откликом. Удерживая нажатой, как видим, данная функция отключается, и соответственно уже звуковая индикация пропадает. Но чтобы опять задействовать данную функцию, снова удерживаем нажатой данную кнопку, и звуковой отклик снова оживает. Снизу две кнопки, это для выбора либо частотной или амплитудной модуляции. Короткое нажатие, соответственно, видим, выбирает средние волны. Следующее нажатие, это уже переключаемся на длинные, а с помощью кнопки FM, соответственно, переключаемся на FM режим диапазон. А удерживая нажатую кнопку, как видим, уже можно производить и автоматический поиск каналов. Как видим, сканирование очень быстро проходит, и приемник сохраняет радиостанции с присвоением соответствующей ячейки памяти.
Есть два режима управления радиоприемником. Первое — это с помощью данной кнопки переводим прибор в режим работы с частотой, то есть в режим ручного поиска, и с помощью волкодера видим, как можем перемещаться. Но реализация перемещения по частоте, видим, организована с очень большой точностью, с шагом в 10 кГц и на столь широком диапазоне, вернее столь широком полосе пропускания, можно более точно встать на станцию, особенно при большой отдаленности от радиовещания. И еще такой очень важный момент: если же крутить волкодер быстрее, то смотрим, за цифрой появляются уже две стрелки, и перемещение по частотному диапазону ускоряется уже с шагом в 100 кГц, то есть по диапазону уже можно гораздо быстрее перемещаться. Стоит еще немного остановить волкодер, и приемник опять возвращается в режим тонкой настройки. И это действительно очень удобно. И второй режим — это уже управление перемещением между ячейками памяти, то есть между ранее сохраненными радиостанциями. И такой способ ускоряет процесс перемещения по частотному диапазону. А если напрягает звуковой отклик, снова с помощью данной кнопки можем удалить работу функции бипера. Еще один способ перемещения по частотному диапазону, в данном случае по радиостанциям, это возможность ручного ввода с клавиатуры. Ну и точно таким же образом набираем и частоту. А если же потребуется сохранить данную частоту, для этого удерживаем нажатой кнопку Memory, память, после чего начинает мигать ячейка памяти, и с помощью волкодера уже можем выбирать порядковый номер, где и собственно будем сохранять выбранную радиостанцию. И для этого в каждом диапазоне предусмотрено по 100 ячеек памяти. Но есть еще такая функция сканирования, пока толком непонятно, для чего это служит, только если смотреть повнимательнее, то рядом с ячейками памяти мигает индикатор Memory память. Скорее всего, это идет сортировка, либо идет обновление списка частот. Кто знает вообще для чего это, можете писать в комментариях. Удерживая нажатой данную кнопку, срабатывает функция защиты, появляется вот такой замочек на дисплее, и все органы управления теперь становятся нерабочими, то есть не будет случайного нажатия кнопок. И для того, чтобы выйти из данного режима, снова удерживаем нажатой ту же кнопку. Кнопка снизу позволяет выключать подсветку дисплея, хотя стоит коснуться кнопки или волкодера, смотрим, тут же подсветка оживает, но тоже спустя незначительное время автоматически гаснет, и такой способ действительно экономит значительно запаса заряда. А если же хочется задействовать постоянную подсветку, то для этого снова эту же кнопку удерживаем нажатой, и теперь спустя даже сутки, правильнее говоря, вплоть до опустошения элементов питания, будет бесконечно гореть дисплей. Снизу в углу это отдельный блок управления музыкальной составляющей. Я не знаю, для каких целей приемники ставят такие функции, и на мой взгляд это в большей степени для молодого пользователя. Эти две кнопки — работа с КВ-диапазоном, и в зависимости от длины волны в метрах можем выбирать соответствующие поддиапазоны приема. И сама функция здесь реализована с максимально широким охватом диапазона, то есть начиная с 1,7 МГц и, как видим, до 30 МГц. На выключенном радиоприемнике есть также некоторые скрытые функции. Удерживая нажатой кнопку 1, можем выбирать начальную границу FM диапазона от 64 и выше МГц. Удерживая нажатой кнопку 2, видим, появляется возможность переключения на американский стандарт приема, меняется шаг частотного диапазона на 10 кГц, и удерживая эту же кнопку еще раз, переключаемся уже на сетку европейского диапазона, то есть уже шаг переключения будет 9 кГц. Далее, удерживая кнопку 3, смотрим, появляется возможность переключать часы на американский стандарт, либо привычный для нас 24-часовой режим. Но переключение часов также привязано к функции изменения индикации на дисплее. Если здесь отображается время срабатывания будильника, то с помощью этой кнопки можем переключаться на режим отображения второго будильника. И следующий режим отображения — это температура, измерение в градусах Фаренгейта.
закрыто. Но если потребуется поменять на другой стандарт, то снова удерживаем нажатую кнопку 2, и здесь, как видим, измерение меняется в привычные для нас градусы Цельсия. И такую ценную функцию действительно не хватает в некоторых современных моделях. Теперь смотрим все три верхние кнопки. Первые — это удерживая нажатое будем устанавливать сперва часы. С помощью волкодера устанавливаем необходимые значения. Не обращаем внимания на исчисление времени по меридиану. Разницы нету, можно устанавливать в соответствии с правильным периодом, и точно так же коротким нажатием устанавливаем минуты, и теперь еще одним нажатием сохраняем результат, и с помощью кнопки 3 переходим в режим отображения привычного для нас времени. Для установки времени срабатывания будильника все точно так же удерживаем нажатой данную кнопку и точно таким же образом настраиваем часы и минуты. Теперь коротким нажатием задействуем саму функцию, появляется вот такой значок на дисплее, и теперь можно даже выбрать время, сколько минут непрерывно может работать данная функция. Регулировать громкость, возможно, не получится, поскольку звук предположительно идет не из динамика, но для оценки все звучит вот таким вот образом. Звучит, конечно, все достаточно примитивно, но главное, основное предназначение функция выполняет. Не будем повторять все то же самое и для второго будильника, но устанавливается точно таким же образом. Кроме будильника, здесь предусмотрена еще и функция радиобудильника, то есть автоматическое включение радио. Для установки на включенном приемнике сперва выбираем желаемую радиостанцию. Для этого вводим необходимую частоту, хотя станцию можно выбирать и из списка каналов. Далее нажимаем кнопку Memory, и теперь выбираем один из будильников, собственно, куда будем и вещать данную частоту станцию. И как здесь видно, на дисплее уже появляется вот такая иконка в виде радиоприемника, то есть уже можно просыпаться под хорошую музыку или под хорошую живую разговорную речь. Ну и обязательно надо заранее отрегулировать громкость. И что касается регулятора громкости, он здесь имеет фиксированное положение, то есть нет бесконечного вращения, как в некоторых аппаратах. Не вижу также цифрового индикатора регулировки уровня громкости, поэтому громкость тут надо подбирать на ощупь, хотя без ступеньки можно очень точно и плавно регулировать, как на более дорогих моделях. Если же сравнивать модели с более устаревшей 310, например, по бокам схожее расположение и органов управления, и единственное такое серьезное отличие этих достаточно, повторяюсь, старых моделей для 310 это более низкий охват частотного диапазона на КВ, точно такой же на модели 380, тогда как более обновленная модель имеет уже полный охват диапазона, как и в этой 109 модели. Будет, конечно, и отдельное сравнение по качеству звучания всех 3-4 моделей. Думаю, будет лучше в отдельном ролике, а теперь можете оценить качество звучания на FM диапазоне. Во-первых, мы вышли из высокого сезона, если вдруг наш на спинах клиентов, они даже не подозревают. Вы слушаете радио Кали. Везде и сразу, без траты времени и лишних. в Европе, да, прикрыть лавочку. Что я имею в виду? Из-за событий вокруг ночной дороги. Сейчас проверим и качество приема средних волн. Удерживая кнопку нажатой, также производим сканирование частот. И, как можем убедиться, принимает достаточно неплохое количество радиостанций. И ну и тоже слушаем. Момент, когда мы проводили там закупку оборудования, да, естественно, первоначально. Школы, торговые и развлекательные центры, но только нет жизни. Сунак заявил. Сцены, которые мы видели в Израиле за последние... Добрый вечер. Давайте начнем все-таки вот с железного. És ütlegelték a törvényszék előtt, Когда ее начали бить на праздниках,
Почему из русского языка... Прежде чем заглянем в начинку прибора, коротко послушаем КВ-диапазон. Dans cette série de podcasts... По-моему, китаец, которого звали Цай Лунь. Каналов, конечно, принимает достаточно много. Из минусов можно отметить эти острые углы. Не знаю, чем хотели китайцы удивить на этот раз, но не очень комфортно держать в сравнении с приемником с более правильным формой округления. И еще один из минусов – взаимозаменяемость этих элементов питания. Помимо того, что имеется выступающий полюс, все еще видим, остается микрозазор, и приемник, естественно, не работает. А еще хуже то, что в данный отсек не каждый элемент питания влезает, несмотря на тот же стандарт 18650. Далее проверим, насколько хватит заряда элемента питания на разных диапазонах, но еще такая функция с помощью данной кнопки возможность регулировки полосы пропускания, хотя в случае с FM диапазоном здесь идет фиксированная и, как видим, ничего не меняется. А если же переключиться на средние волны, здесь уже смотрим, можно менять шаг и выбирать в зависимости от качества сигнала. Регулируя диапазон, можно более точно встать на станцию с очень слабым сигналом для максимально качественного извлечения сигнала. Также на КВ-диапазоне тоже присутствует возможность регулировки полосы и точно такими же параметрами регулировки фрагмента извлечения сигнала. На приемнике также есть кнопка Delete, с помощью которого можно удалять ненужные ячейки памяти. Для этого сперва выбираем необходимую ячейку и, удерживая нажатой, видим, появляется такое значение del, и ячейка памяти удаляется из списка каналов. Удобно самостоятельно организовать сортировку списка каналов. Теперь заглянем и в начинку. Для начала не забываем снять ручку волкодера. Внутри открывается вот такой вид, много свободного места. Как и в моделях Texan, есть и встроенная энергоемкость, чтобы сохранять настройки при замене элемента питания. Качество пайки также отличное, нет никаких следов канифоли. Есть и маркировка компонентной базы. Данный элемент предположительно беспроводной модуль, и видно отлично организовано и экранирование, хотя, несмотря на большие размеры приемника, антенну, конечно, поставили достаточно скромных размеров, и длина порядка 7 см. В глаза бросается также акустическое оформление динамика. Даже несмотря на размеры столь компактные, 40 мм, данная головка создает достаточно неплохой объем звучания, по крайней мере, чем большинство других приемников. Какой-никакой, но чувствуется работа низкочастотного диапазона. И если хорошенько приглядеться, подвес, смотрим, имеет особую форму для придания общей жесткости конструкции, и даже на достаточно высокой громкости приемник действительно отлично держит нагрузку, и по детализации и качеству звучания чем-то схожие с данным компактным приемником, хотя здесь тоже, несмотря на еще мелкий размер динамика, играет таким же выразительным тоном. И кому интересно, про эту модель также у нас на канале есть обзор. Далее смотрим микрокнопки, хорошая долговечность, но и отличная ремонтопригодность. Дисплей также отлично экранирован, кругом металлический каркас, и, судя по всему, рядом это бипер звукового отклика нажатия кнопок и для будильника. На сборке также видно, возможно, это дата производства и версия прошивки. То же самое и на другой части прибора. В качестве уплотнения для кнопок установлены вот такие поролоновые вставки. Без необходимости не вижу никакого смысла лазить в начинку, поскольку есть такие сопрягаемые узлы, которые очень легко повредить. А так, несмотря на незначительные недостатки, приемник действительно получился очень крепкий, нигде ничего
не хрустит, все монолитно. И теперь будем пробовать измерение точного потребления тока. Для начала ставим среднее напряжение в 3,8 вольт. И уже на таком напряжении видим, индикатор заряда подсказывает всего 2 деления, но при этом мультиметр, видим, подсказывает, есть небольшое потребление тока фоновое. Возможно, это обновляется емкость накопителя, и спустя незначительное время ток потребления постепенно теряется, то есть приближается к нулю. При включении ток, смотрим, поднимается до 50 миллиамперов, который будет увеличиваться еще больше при увеличении громкости. Смотрим, поднимается порядка 100 миллиамперов. Это на FM диапазоне, и с таким током с заводской емкостью 2000 миллиампер часов можно догадаться, что бесперерывно приемник может играть примерно 20 часов, то есть по автономности не так далеко ушел, например, от того же самого 320 или 330 приемника от Texan. Смотрим амплитудную модуляцию. Начальные токи здесь даже чуть-чуть пониже, и с увеличением громкости ток, как видим, достигает даже 320-330 миллиамперов. И с таким током заряда хватит всего лишь на 7 часов непрерывного прослушивания. Пробуем на КВ диапазоне. И здесь картина, как можем наблюдать, то же самое и такие же потребления тока. Проверим, насколько экономит заряд. Подсветка дисплея 45 миллиампер и 51 миллиамперов, то есть ток потребления всего 6 миллиамперов. Несмотря на маленький ток, даже если не пользоваться прибором, подсветка сможет за пару месяцев полностью посадить комплектный заряд элемента питания. Даже с применением хорошего аккумулятора энергоэффективность пока что не настолько большая, и здесь самое главное упор в более качественном звуке, более мощный напор, соответственно, и более высокое потребление. Хотя, на мой взгляд, более масштабное звучание лучше создавать с помощью внешних усилителей мощности и с применением высококачественных динамиков. А в приемнике, на мой взгляд, лучше всего уделить внимание более высокому качеству приема сигнала, но в целом приемник получился более чем достойный, и не существует, наверное, абсолютно идеального прибора, который бы всех устраивала. И даже такая красота, как площадь столицы, если немного приглядеться, то она тоже не абсолютно идеальная, как мы привыкли видеть на экране. Можете также писать, какой из этих приемников больше нравится. Также не забывайте ставить лайки, чтобы было больше просмотров и чтобы делать больше хороших обзоров. Спасибо за просмотр и до новых встреч.